Всем привет! Сегодня мы разберем одну очень полезную вещь. Как просто, а главное безопасно, перевести интерфейс VMware Workstation на русский язык. Будет показан пошаговый метод, который, что важно, вообще не трогает оригинальные файлы программы. Так что все останется в целости и сохранности. Это специальный языковой пакет, который лежит в открытом доступе на GitHub. Самое крутое в нем то, что он ставится вручную. То есть мы не запускаем какой-то непонятный установщик, а просто добавляем пару файлов. Никаких изменений в саму программу не вносится. На сегодняшний день это, пожалуй, самый безопасный способ получить русский интерфейс. Ну что ж, с теорией разобрались, пора переходить к делу. Сейчас мы вместе, шаг за шагом, проделаем всю установку. Увидите, там все элементарно. Итак, шаг первый — качаем нужные файлы. Открываем страницу проекта на GitHub, ссылка, конечно, будет в описании. На странице ищем раздел под названием Releases. И вот тут, внимание, самый важный момент. Нужно найти версию русификатора, которая точно совпадает с версией вашей VMware Workstation. Нашли? Отлично. Нажимаем на Assets и просто скачиваем архив. Хорошо, файлы скачали. Теперь шаг второй — правильно их разместить. Распаковываем архив, который только что скачали. Внутри видим папку с названием .ru. Ее нужно скопировать. Дальше делаем так. Находим ярлык VMware, на рабочем столе или где он есть, кликаем по нему правой кнопкой и выбираем пункт расположения файла. Откроется папка, куда установлена программа. В этой папке ищем другую с названием Messages. Заходим в нее и вставляем нашу скопированную папку .ru. Готово. Остался буквально один финальный штрих. Нам нужно добавить так называемый параметр запуска. Кликаем правой кнопкой мыши по нашему ярлыку VMware и открываем свойства. Находим там поле «Объект» в самый-самый конец этой строчки после кавычек. И вот здесь очень важно. Сначала ставим один пробел и только потом вставляем нашу команду. Все, жмем «Применить» и ОК. Вот, собственно, и все, установка закончена. Теперь, когда вы запустите VMware именно с этого ярлыка, который мы изменили, программа откроется с полностью русским интерфейсом. Так, с установкой справились. А теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну и вопрос на миллион. А как все вернуть обратно, если вдруг передумали? А вот здесь все так же просто и безопасно. Делаем все в обратном порядке. Сначала заходим в ту самую папку Messages и просто удаляем нашу папку .ru. А потом открываем свойства ярлыка и стираем оттуда добавленный параметр local равно .ru. Все, программа снова станет 100% английской, как будто ничего и не было. И вот теперь интересно, а для какого еще софта было бы полезно сделать такое же понятное и безопасное руководство? Если есть идеи, обязательно пишите в комментариях, будет интересно почитать.